Доброго суток, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю историческую встречу. Я очень рад и очень, скажем так, потрясен тем, что получилось мне собрать почти что всю команду, которая находится в корпоративном офисе в Америке. Вот, и представлю сегодня вам эту потрясающую возможность, которую я лично ждал очень давно. Вот, и однозначно не сомневаюсь в этом, что вы также ждали эту возможность, потому что она открывает просто самый взрывной, самый быстрорастущий на сегодняшний день тренд на планете нашей. За всю историю этой планеты, скажем так. Вот. Значит, начну с того, что, во-первых, буквально в двух словах хочу представить меня, кто я такой, кто меня не знает. Ну, в принципе, я думаю, что большинство из вас, кто приглашен на эту встречу, знаком со мной. Я нахожусь в Канаде, в городе Монреале. Зовут меня Борис Пелов, как вы знаете. В этой индустрии я работаю чуть более 10 лет. Работаю очень успешно, да, то есть за это время я был множество раз признан №1 как компании, так и высший статус компании. Вот, например, в моей прошлой компании я был вызван на сцену и объявлен будущим компании. Но, к сожалению, как вы знаете, в этой индустрии очень часто компании делают ошибки, скажем так, роковые ошибки, которые потом, к сожалению, для компаний этих уже невозможно, как говорится, вернуть. Вот, то есть та информация, которую вы сейчас услышите, она абсолютно новая, абсолютно свежая на русскоязычном рынке. И вам однозначно повезло, что вы являетесь первым человеком, кто говорит на русском языке, кто получает эту информацию. Потому что значит быть первым, вы наверняка представляете, да, как сказал Билл Гейтс, быть в правильном месте, в правильное время и с правильной информацией, это абсолютно все, что нужно, чтобы достичь высот. Вот. И, как сказал, например, Уоррен Баффет, что для того, чтобы заработать огромное состояние, вам нужно просто оказаться перед трендом. Не посреди тренда, не позади тренда, а перед трендом. Тот тренд, о котором мы сегодня будем говорить, это является самым взрывным, самым быстрорастущим трендом за всю историю существования, скажем так. Вот. Итак, я представлю сейчас, буквально в двух словах расскажу, что я сказал нашим корпоративным партнерам с компанией. И потом представлю их, и они расскажут вам чуть больше, подробнее о том, что у нас здесь есть. So I was just talking a little bit about myself, who I am, for those who don't know me, but most of them, they know me, because most of them I invited myself, and I said that I'm in this industry a little over 10 years, very successful. Many times I was one of the top people in the company. My last company, I was invited to the stage and I was introduced as the future of the company, but sometimes company doing crazy mistakes and it cost them everything. So this is what I was talking about. And then I told them that now I'm going to introduce our amazing corporate team with this amazing opportunity that opened the most explosive trend that exists today for them as well. And they are just in the right place, in the right time. And like Bill Gates said, this is what you need to be in the right place, in the right time, and to have the right information to make big success. And also I told them about Warren Buffett. I like this phrase. He said, in order to make a fortune, all you need is to be ahead of the trend, not in the middle, not in the end, but before the trend. And this is what we have here. So now I would like to introduce them, our master distributor, my very good friend, Justin, and I'm going to translate it in Russian, and then, Justin, you take from there, if it's okay. Итак, дорогие друзья, я хочу вам представить моего хорошего друга, нашего мастер-дистрибьютора компании, этой потрясающей компании, которая просто открывает новую, скажем так, дверь, которая до сих пор была закрыта всегда для всех желающих зарабатывать деньги дополнительные, да, кто-то хочет заменить свою работу, кто-то хочет стать финансово свободным, да, у каждого свои цели. Вот, я хочу вам представить моего хорошего друга, мастер-дистрибьютора этой компании, Justin Holliday. So, Justin, please tell us a little bit about your background and what you saw when you first heard about this amazing opportunity. Let me just translate, please. Сейчас я спросил Джастина вопрос, что он может, точнее, чтобы он представил себя сначала, да, рассказал в двух словах о своей биографии и рассказал нам, поделился с вами тем, что он увидел в этой потрясающей возможности, как только услышал об этом. So, Justin, please go ahead. Okay. Hi, everyone. Thanks for taking some time out to come and learn a little bit about our business. Здравствуйте всем. Спасибо, что вы выделили немножко времени для того, чтобы узнать чуть больше о том, что мы делаем. Yes, please.
My name, as Boris said, is Justin Halliday. I'm the master distributor here, and I have been with the company since the beginning of our first launch a little over a year and a half ago. Мое имя Джастин Холлидей, как Борис представил меня, и я нахожусь в компании с самого-самого первого дня, как только была эта идея, как говорится, как только появилась эта идея запустить компанию, это чуть более года назад. I have just about 6 years experience in the network marketing industry. Я имею около 6 лет опыта в этой индустрии. So I am not representing myself as an expert here, but as a student of the game and one who likes to continue to learn. But I do know a good business idea when I see one. Я не буду говорить вам, что я особый там эксперт там, и так далее и тому подобное, то, что часто очень вы слышите. Но я могу сказать одно, что когда я вижу потрясающую, огромную возможность, то я умею ее различить. So I got a phone call. I'll just introduce you to how I heard about the business. How's that sound, Boris? Good. Very good. Okay. So I got a phone call around the middle of February last year, 2015. Мне позвонили, я получил звонок примерно в середине февраля 2016 года. And it was from our Vice President of Sales, Mr. Von Tarver. Это был звонок от нашего вице-президента по развитию бизнеса Вон Харвера. Vaughn and I had known each other for about 2 years, a little over 2 years previously from another business. Мы знакомы с Воном примерно около 2 лет, чуть больше 2 лет по предыдущему бизнесу, где мы сотрудничали. And Vaughn knew that I was coming out of a business that I had spent about a year and a little over a year and a half building with a company that couldn't get their product from concept to market. И Вон знал, что я работал в компании более года, в одной из моих компаний, где я работал более года, и эта компания за это время, больше чем год даже, не смогла так и вывести свой продукт на рынок. Which is not something, which is something we see quite often these days, right? Companies that have really amazing concepts that just can't get their product to market. It's unfortunately we see it very often, right, Boris? Yeah. И это, к сожалению, мы очень часто видим, что у компании есть какие-то идеи, у какой-то компании, да, они пытаются что-то сделать, и не получается вывести свой продукт на рынок. And so Vaughn said to me that come across a business in the mobile app and game space, and it was something that no other company has been able to do. And I could tell from his voice that he was pretty excited about it, but didn't have a lot of details. И Вон сказал мне, что он нашел что-то невероятное, что-то потрясающее в плане бизнеса, которое до сих пор никогда еще не было представлено. И я слышал в его голосе, что он очень-очень доволен этим и очень, скажем так, ну, как бы, взволнован, как бы. And so he said that he was going to be flying out of the company, which is up in Seattle, Washington, to sit down for a couple of days with the owners, who you'll get a chance to meet here today, and go over the program and business. Он мне сказал, что он собирается полететь в Вашингтон, в Америке, для того, чтобы встретиться с руководством компании, которая сегодня вам будет представлена также, для того, чтобы посмотреть более детально, более подробно на эту потрясающую возможность. And he said he would give me a call when he got back, which he did. And so he called me that following week, even more excited from what he's learned, had learned at the time, to set up a conference call for me to meet the owners. И после чего он вернулся домой где-то на следующей неделе, позвонил ко мне, и я слышал в его голосе, что он еще гораздо более доволен тем, что узнал. И он сказал, что я хочу тебя познакомить также с руководством компании, чтобы ты прочувствовал то, что здесь для нас происходит.
And again, he really didn't give me a lot of details, mostly because he wanted an opportunity for the owner. So we set up a conference call within 24 hours or within the next day or so, and had a 90-minute conference call with our corporate leadership team. И обратно же он не сказал мне все подробности, все детали, и после чего я прилетел для того, чтобы встретиться с руководством компании, и все детали, все моменты эти я узнал для себя на этой встрече. And during that call, I had an opportunity to each of the guys introduce themselves, their role within the organization, and their vision. We talked a little bit about product, service, comp plan, and some basic ideas on how they saw this taking off. И на этой встрече у меня получилось узнать каждого из тех, кто находится в руководстве компании, узнать, что они видят, да, то есть их видение, что происходит. Я узнал также о продукте компании более детально, узнал о том, что они собираются сделать, и это было просто потрясающе. And so we went through that 90-minute call, and I'm going to tell you guys, I was pretty blown away. Was pretty excited at what I had heard. One, it was unique. Two, it was in the hottest arena on the planet, which is software technology by itself and software. And I really had one question, and the question was, okay, this sounds really great. What's next? После этой встречи, которая проходила около 90 минут, я был очень потрясен этой идеей. Вот. И следующий вопрос, который я задал, это был, что следующее, да, какой следующий шаг? And I won't speak a lot to this because I'm going to let Gordon and Sean give, because it was really their project. But one of the things that attracted me to this most, especially coming out of not one but two companies that had pretty much not been able to take their product to market. What really attracted me most is that this was not just a startup. This was a business that had been built over the last 3 or 4 years up to the point where now they were ready to take it to the masses. Что мне больше всего понравилось в этой встрече, это то, что я узнал, а у меня был определенный опыт до этого, да, не в одной компании, даже в 2 компаниях, которые так и не смогли вывести свой продукт на международный рынок. Вот, что мне очень понравилось, это то, что это не какой-то либо стартап, а это уже компания, которая уже как бы сформировалась, да, то есть 3-4 года на рынке, которая уже имеет определенную, скажем так, структуру, да, то есть организацию, да, то есть это не то, что что-то новое, которое неизвестно, получится, не получится, это то, что уже сформировано. Вот, и во главе компании те люди, которые знают, как это сделать, и знают прекрасно, что надо сделать так, чтобы было все правильно и надолго. And so point number 1 is the fact that this wasn't just a group of guys that had a concept and were going to pre-launch. And number 2, which I'll touch on here in a second, is the background and experience of the corporate staff. Первое, что мне очень понравилось, это то, что это не просто какие-то вот ребята, которые просто имеют какую-то идею и хотят предзапустить ее, да, то есть сделать предзапуск, преланч, вот, а это сформированные бизнесмены, да, которые строят большую, серьезную международную компанию, да, которые знают прекрасно, что они делают, которые имеют успех в том, что они делают. Да, это не сетевики, заметьте, которые просто имеют возможность, да, создать компанию с какой-то определенной идеей, и потом неизвестно, чем это закончится. Это бизнесмены, которые строят серьезную международную компанию, которая будет одна из главных претендентов на, скажем так, на лидерство в этом тренде. So we hopped on a plane, I think it was 2 days after that at the most, and we decided to meet in Atlanta, Georgia. The corporate guys flew from Washington. In fact, they had the longest flight. They flew from Washington, the top left of the country, to the bottom right corner. Our vice president of sales, Vaughn, came out from Austin, Texas, and I flew up from Jacksonville. And we all met for what seemed like right around 2 days, 18 to 22 hours of meetings in the Holiday Inn. Мы, как говорится, прилетели с разных концов Америки, да, то есть я прилетел, Джастин говорит, с Флориды,
и компания прилетела, руководство компании с Вашингтона, мы встретились в Атланте, он прилетел с Техаса, вот, и примерно 2 дня мы очень плотно работали над тем, как правильно все сформулировать, как правильно подать все, да, то есть и как правильно, скажем так, выбрать правильный маркетинг, как правильно все оформить, да, чтобы было все прочно, солидно, надолго. And so we met in Atlanta, and we sat. When I tell you, we had about 18 plus hours of straight meetings. We flew in at around noon, met over at the hotel at about 12:30, and had lunch for about an hour. Broke the ice and got to know each other a little bit personally, family background, history, and then we jumped into a boardroom and we met from about 1:30, 2 o'clock in the afternoon, straight to somewhere between. I don't even remember what time, maybe midnight, maybe later than that. Went up to our rooms, woke up at 6 a.m., had breakfast, met in that same boardroom till about 11, where we all jumped into a shuttle and headed back to our respective cities. Мы примерно собрались где-то около полудня, вот, и после чего, то есть у нас был как бы такой как ланч, да, то есть мы вместе, пообедали, познакомились друг с другом, и с этого момента начались митинги один за другим до самого поздна, да, и потом на следующее утро обратно мы собрались и обратно все обсуждали, все формулировали, правильно создавали, да, то, что было все очень прочно, очень солидно, надолго, и после чего мы разлетелись позже в течение этого дня, то есть примерно часов 18 каждые сутки, да, то есть было проведено за, скажем так, созданием правильной формулировки этого потрясающего проекта. And so it was a very exciting 2 days. We got an opportunity to learn about this business, which is the crowdsourcing of ideas. We got to learn about what they have done previously. And maybe Sean will touch on that today, a couple of pieces of software that they put together from some pain points that was actually out saving people tons of money. And we got to talk about the network marketing side and how this is going to fit with the network distribution model. And we put it all together, and that was when we decided at that meeting that you know, it was the final, let's go ahead and give it a run. I believe we even set a pre-launch date. Everything we needed to get this done, the website, the marketing, the comp plan, the back office, everything that had to be built for the network marketing division of this company, and we set a date. Значит, первый вопрос, о котором мы говорили очень подробно, это о том, что, в принципе, у каждого человека или есть какие-то идеи, да, или есть какие-то вот какая-то боль, да, то есть что-то, что он бы хотел, как говорится, создать, да, какая-то вот мысль, какая-то идея, или люди знают кого-то, у кого есть какие-то мысли, да, то есть это мы говорим о, скажем так, международной, скажем, компании, да, то есть в которой находятся люди, у которых есть идеи, которые хотят что-то улучшить, которые хотят что-то новое принести на рынок, да, то есть и так далее. Это первая сторона, первый вопрос, по которому мы говорили. Второй вопрос, это был по созданию маркетингового канала, да, то есть, чтобы было создано все инструменты необходимые, чтобы была правильная подача информации, правильный маркетинг, да, то есть, чтобы было все это сделано правильно, четко, вот, и после чего мы дали дату, когда будет предзапуск, да, и очень важно заметить, что все даты в этой компании, это я уже от себя говорю, все даты в этой компании, которые поставлены, придерживаются графиков, да, то есть компания придерживается графика, работает очень четко, это очень важно. Some more points, and then I'm sure I'll be back on here and we can get into some detail. My last 2 points are, I said that one of the reasons was that this wasn't just some pre-launch, it wasn't a concept that was pulled out of the air overnight. Number 2 was the fact that the owners, Gordon, Sean, Tori, and Tim, successful businessmen. They're not networkers. In fact, at the time, our CEO Gordon was just now starting to research network marketing. What they knew how to do was run global businesses and run them successfully. Первый момент, который я хочу обратить ваше внимание, да, то есть 2 момента, на которые хочу обратить внимание. Первый момент – это то, что
в руководстве компании находятся не какие-то там сетевики, какие-то там, да, то есть люди, которые смогли быстро, скажем так, заработать деньги, да, и создать что-то быстро, тяп-ляп, да, как очень часто бывает, а находятся люди бизнеса, люди, которые умеют успешно выводить компании на очень высокие результаты, да, то есть и об этом будут говорить сейчас руководство компании. Это первый момент. Второй момент – это то, что я хочу заметить, что все создается четко, создается правильно, создается прочно, да, все продумано, да, то есть и многие из руководства компании даже особо не сталкивались с моделью сетевого маркетинга, да, то есть и вот сейчас, например, президент компании изучает более плотно, что такое вообще вот как бы вот эта вот подача информации через модель сетевого маркетинга. Также второй момент очень важный, это то, что концепт этот абсолютно оригинальный, абсолютно уникальный, абсолютно новый, да, такого никогда еще не было. И идея просто потрясающая, просто гениальная, да, которая позволит массам открыть двери в этот самый взрывной тренд на планете. Sounds like I should shorten my responses. And so the last point I want to make is we discussed in that room where some companies had failed and for what reason. And the biggest point a lot of times is dates, missing dates. The point I'm going to make is we're very proud here that we have hit every date. We've hit March 15th for pre-launch, or March 31st for pre-launch, May 15th for go live of Voltage, December 8th, and March 15th for AMP. And every time we roll a new product out, that product rolls out on time. And that's a big deal. Также мы обсуждали на этой встрече о том, почему многие компании в сетевом маркетинге не получается у них успешно сделать то, что они собираются сделать, да, и очень быстро уходят с индустрии, да, то есть мы просмотрели очень многие компании таким образом, вот, и одна из важнейших вещей, да, которые мы заметили, что эти компании просто не умели ставить правильные четкие планы, да, то есть они не умели дать правильную дату, когда будет, допустим, предзапуск или когда будет запуск. И я могу сказать от себя также добавить то, что в этой компании все, что говорится, да, то есть если поставлена дата, если она объявлена дата, то это так и происходит, да, то есть это очень важно, это очень профессионально, это очень солидно со стороны компании уметь отдавать себе отчет в том, что происходит, да, и естественно, как любая компания, в которой находится множество людей, да, то есть как любая сетевая компания, компания очень ответственна и очень уважительно, то, чего, кстати, я очень мало встречал в этой индустрии, очень уважительно относится к каждому из партнеров компании, так же, как и клиентов компании. And so with that said, I'm going to go ahead and let you guys know we have on the call with us tonight, or today, we have Gordon Comfort, our CEO. We've got Sean Kafensis, our COO, Chief Operations Officer, and we've got Vaughn Tarver, our Vice President of Sales, our Vice President of Business Development, Tori Webb, and our CMO, Tim Crumlin, are having a little technical issue on connecting, but they're trying. Также я хочу вам представить, дорогие друзья, нашего президента компании Гордон Комфорт. Также хочу представить нашего вице-президента по развитию бизнеса компании Вон Тарвер. И также хочу представить вам Шона Хэтфитс, который занимается вопросами в плане легальности, в плане правильного, скажем так, подачи информации, да, в правильном ракурсе, скажем так. Justin, can you please repeat? Sean has what role? Sean is the COO, Chief Operations Officer. Okay. Значит, Шон, он как бы человек, который занимается правильной производительностью бизнеса, скажем так, да, то есть чтобы было все правильно, все четко, да, то есть что могу заметить еще от себя, что каждый из представленных мной людей, представленных Джастином людей, имеет опыт в том, чем занимается, да, то есть это не новички, это люди, которые достигли потрясающих результатов уже в том, чем они занимаются, то есть это очень-очень важные моменты. Okay, so I'm going to go ahead and introduce our CEO, Chief Executive Officer, and let Gordon say a few words. Gordon, the floor is all yours. Сейчас я хочу представить нашего президента компании Гордон Комфорт, и сейчас, Гордон, слово тебе. Microphone, please. Sorry, I was on mute. I'm laughing because I'm texting back and forth with Tim, our CMO, and
he's struggling, but it's funny. Let me just translate, please. Гордон сейчас пытается помочь нашему еще одному человеку, который находится в руководстве компании, маркетинговому офицеру компании, да, который пока что имеет технические проблемы с подключением сюда на эту встречу. Вот, но еще все впереди, говорится. Yes, sir. All right. Thanks for having us on. I appreciate everyone that has an opportunity to be on here today, and those that will watch it in the future. Спасибо всем тем, кто присутствует сегодня на этой встрече, за то, что вы смогли найти время для того, чтобы услышать о том, что мы расскажем вам, и все те, которые услышат нас в записи. Right. The main thing that we are working on doing, and we are like Justin said, we're about 1.5 years old. We've grown a lot. We're going to grow some more. I appreciate what Boris said about being at the right place at the right time and being ahead of the curve. То, что вы до сих пор слышали от Джастина, то, что мы находимся в правильном месте, в правильное время, да, и то, что Борис говорил, что мы находимся перед трендом, да, это абсолютно так. И мне очень приятно слышать то, что было сказано до сих пор, потому что это именно то, что и происходит. There are two parts to our organization. The first part is that we gather ideas from around the world for apps and games, and then we build off the best ideas. Два момента, на которые хочу обратить ваше внимание, что мы здесь, Voltage Partners, говорим о двух основных, скажем так, о двух основных, скажем, важных вещах, да, то есть первое, это то, что мы собираем идеи со всего мира, да, которые мы, да, идеи или боли какие-либо, да, то есть или какие-то проблемы, да, которые есть у людей, и мы находим решение этим проблемам, мы создаем это решение как компания, которая занимается разработкой мобильных приложений, мобильных игр, да, мы создаем это решение. И второе, это то, что касается, сейчас скажет Гордон нам, что касается второго. And the second part is we take those ideas, and then with our associates, our partners, we distribute them through the AMP program. И второе, мы берем эти идеи с нашими партнерами компании, и мы делаем дистрибуцию, да, то есть как бы распространяем эти идеи, точнее, решения этих идей, да, в плане мобильных приложений, так же, как и с другими мобильными приложениями, по всему миру, благодаря нашему маркетинговому каналу. So, 3 parts: gather ideas, build them, distribute. 3 части. Собрать идеи со всего мира. Да. Второе – это создать мобильные приложения, которые являются решением этих идей, решением этих проблем, которые есть у людей. И третье – это дистрибьюировать, то есть как бы распространить по всему миру эти решения этих проблем для людей. Our original idea was not to use multi-level marketing to go down this road. Вначале у нас была идея использовать обычный как бы канал, маркетинговый канал, да, то есть не сетевой маркетинг как канал. So I was approached with the idea to go down this road, and then I looked into it some more. И мне пришла эта информация, да, то есть рассмотреть именно вот маркетинговую подачу информации через сетевой маркетинг, и мне эта идея очень подошла. So the first thing that struck my attention, or got my attention, was how fast multi-level marketing can get an idea out there. Первое, на что я обратил внимание свое, это то, что благодаря сетевому маркетингу идея очень быстро распространяется по всему миру. And the second part has to do with marketing itself. Whether we went with a traditional business or we went with multi-level marketing, we had to have an advertising budget. И также, несмотря на выбранный нами вариант, да, то есть или это обычный традиционный, как бы традиционная подача информации, или это сетевой маркетинг, должен быть какой-то бюджет у компании для того, чтобы, как говорится, вывести идею или продукт на рынок. So we would have to pay a company to advertise for us,
and we would have to have companies that either knew the whole global market, or we would have to have advertising agencies around the world. То есть мы должны, если мы выбираем первый вариант, да, то есть традиционный вариант, то нам нужно иметь компанию, которая будет делать нам рекламу. Нам нужно иметь другие компании, которые будут находиться в разных странах мира, в разных точках планеты, которые будут собирать информацию, подавать информацию, да, то есть это вот первый вариант. So I realized that I would rather pay normal people, like all of us, just normal people, I would rather pay them for advertising than pay somebody sitting in an office. Я выбрал лучше платить деньги, да, делиться доходами с простыми людьми, такими как вот мы в компании все, да, чем нанять компании, да, которые люди находятся в офисе, которые занимаются как бы офисной работой. Да, то есть я выбрал именно вариант, вот, чтобы люди зарабатывали с этого огромного тренда. Second, measuring the effectiveness of advertising is very hard because you don't know how many signups you would get for your marketing dollars. You just don't know. But with MLM, you only pay for the people that sign up, and that is beautiful on a business side and on for the marketers. Также второй момент, который хочу обратить на ваше внимание, обратить на него, это то, что когда использовать просто обычную рекламу, то невозможно видеть эффективность этой рекламы. Да, то есть то, что возможно измерять в плане подачи через сетевой маркетинг, когда каждый человек делает определенный объем работы, за который он получает вознаграждение. Да, то есть здесь это возможно измерить. Это невозможно измерить, когда просто рекламная кампания происходит какая-либо, да, то есть невозможно видеть, что, откуда и как происходит. So with that, so even though I don't have a background in multi-level marketing, I'm now a convert. Даже несмотря на то, что у меня нету никакого, как говорится, никакой, скажем так, никакой информации особой о сетевом маркетинге, я никогда это не изучал. Вот, я могу сейчас вам сказать, что я выбрал именно эту модель, потому что она гораздо более подходящая для того, чтобы сделать то, что мы собираемся сделать. So in a limited amount of time, we are now located in over 60 countries. За очень короткое время мы уже находимся в более 60 странах. So to me, that's amazing, and I've appreciated all the people that I've met, either on video chats or actually met in person around the world. Для меня это просто великолепно, да, то есть это потрясающе, и это все происходит или через видеочат, вот как сейчас, допустим, видеовстреча, или же находясь в разных странах мира. And I can't tell you exactly, but we have some really exciting things that are right on the horizon that we'll be able to announce in July, most likely. И сейчас я не могу об этом особо говорить ничего, но могу сказать одно, что где-то примерно в июле месяце очень потрясающие вещи будут происходить здесь, в этой компании, да, то есть которые уже, как говорится, на горизонте подходят. And we have, like Justin was talking about, we have a track record. When we say something, it's going to happen. И как Джастин сказал, у нас есть такой вот, скажем, такой подход, да, то есть если что-то сказано, дана дата, то это именно будет так и будет именно до этой даты. Great. So I'm gonna turn it back over to Justin, and I really appreciate your help, Boris, in getting our message out. Сейчас я передам слово Джастину, и большое спасибо тебе, Борис, за то, что ты помогаешь нам нашу, как говорится, слово о нас вывести на русскоязычный рынок. Thank you, Gordon. Thank you. We don't hear you, Justin. Yep. Thank you, Gordon. And I just want to highlight something that Gordon mentioned. Спасибо тебе, Гордон. Я хочу также сейчас что-то подчеркнуть, то, что было сказано Гордоном. Underneath the umbrella of Voltage Partners, there's two sides to the business. There's the software development through crowdsourcing of ideas, and then there's distribution. And the model allows you to get involved in one or the other, or you can come in and get involved in the entire business plan. В этом вот, скажем, так называемом зонте, да, то есть под зонтом, так называемым Voltage Partners, вы можете найти, скажем так, часть бизнеса, которая касается разработки
мобильных приложений, мобильных игр, да, то есть так называемое решение тех проблем, тех идей, которые есть у людей во всем мире. Вот это одна часть. И вторая часть – это именно вот подача, да, распространение, скажем так, уже готовых, созданных решений, да, одновременно с теми решениями, которые созданы были другими компаниями. И вы наверняка слышали многие приложения, известные приложения, многие игры, которые вы слышали в этой информации. Вот, то есть две стороны, да, под одним зонтом. Вы можете как участвовать как в одной стороне, да, то есть стороне, которая касается разработки мобильных приложений, так и в стороне, которая касается распространения этих мобильных приложений, мобильных игр по всему миру. And we'll get more into that here, into some details about how the program works, and I'm sure Boris will be sharing some more information. And so let's go ahead and move on. I want to bring up our COO, that's our Chief Operating Officer, has over 25 years of experience in business, international business, managing just companies that are making tons of money, and really great guy, also located up there in the in Seattle area, Sean Kafensis. И сейчас я хочу представить, Борис вам расскажет больше информации насчет того, что было сказано. Сейчас я хочу вам представить нашего операционного офицера, главного операционного офицера компании, то есть так называемый COO, Шон, который находится в районе Сиэтл, и человек, который имеет опыт 25 лет в том, чем он занимается, огромный опыт и потрясающий очень для нашей команды человек. Шон? Well, first, Boris, I want to thank you and everybody for joining us on this call and giving us this opportunity to talk to you about this business. Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, которые нашли время находиться на этом звонке, и благодарю также Бориса за то, что он дал возможность нам это вывести, эту информацию на рынок, на котором мы, скажем так, не умеем общаться на этом языке, да, на русскоязычный рынок. Yeah, one thing I want to say, Boris, is, and everybody, the thing that really attracted me to this company is the group that we put together. We are all business-minded people, like Gordon and Justin had mentioned. We don't come from the MLM background. All of our background is we are all business owners in our past. То, что меня лично привлекло в первую очередь в этой компании, то, что мне очень понравилось, это то, что здесь находятся люди с потрясающим именем, да, то есть это бизнесмены, это не просто какие-то там, скажем так, сетевики, там, да, у которых там получилось что-то, не получилось там, и так далее. То есть это бизнесмены, которые выводили серьезные компании на высокие очень достижения, да, то есть это то, что, во-первых, меня привлекло в этой компании. Yeah, and the other great thing about it is we're not like a huge corporation where you have to run through all these channels to get things done. If you want something done, you can get on the phone with one of us here at corporate or Justin or Vaughn immediately, and we will take care of it instead of it having to run through the channels of a corporation. И также то, что мне очень понравилось, это то, что мы не являемся какой-то вот массивной корпорацией, да, там, где берет очень много времени решить какой-то вопрос, да, то есть вам нужно просто выйти на одного из нас, да, и мы займемся этим вопросом и найдем очень быстро решение этого вопроса. And so the other thing that really attracted me, you guys, was Tori Webb about 5 years ago had reached out to me about this concept of pain points in people's businesses. И также могу сказать, что где-то около 5 лет назад Тори Веб со мной общался на тему именно вот нахождения и создания решений тех проблем, да, которые люди находят для себя, тех, скажем так, идей, которые имеют, да, именно создание вот решения этих вопросов, этих проблем, этих идей. And from that, my brother and I actually went out and we knew a lot of coaches at major universities here in the States. И после этого мой брат и я, мы знаем очень многих людей, которые, как бы, тренеров, которые находятся в разных университетах. Мы вышли на этих людей.
And one thing we found out is these coaches had no program out there to help them with their compliance issues, to help them sustain their jobs at their major universities. И то, что мы видели, что у этих коучей, у них нету какой-то вот, скажем так, какого-то плана, как вот остаться на своей работе в этих университетах, да, то есть у них не было, то есть была, скажем так, определенная проблема, чего-то не хватало, да, для того, чтобы удержаться на своих должностях. And these are coaches that are making anywhere from $1 million to $2 to $3 million a year, and they needed a program to help them save their jobs. И эти коучи, они зарабатывают примерно от $1 миллиона в год, $1, 2, 3 миллиона в год, и у них не было какой-то вот, скажем так, программы, да, которая могла бы их удержать на своих должностях. So we sat down with a friend of ours who is the head basketball coach at Boise State University here in the state of Idaho in the States. И мы встретились с одним из таких коучей, который находится в штате Айдахо в Америке, и мы разговаривали на эту тему. And we built a whole compliance program for them that these coaches have, and it tracks all their daily activities to their all their different paperwork and all their different things they knew to be able to keep them in compliance within the university. И мы создали для них решение этой серьезной проблемы, с которой они столкнулись. Да, то есть такая программа, которая сможет им все, как говорится, разложить по полочкам, да, и таким образом они смогут удержаться на своих должностях, очень прибыльных, как вы видите. And what happens if these coaches aren't in compliance, they can lose their jobs, and therefore there goes their income of $1 million to $2 million to $3 million a year. И что произойдет, если они не делают законно, скажем так, свою работу, то они теряют свою работу. То есть им нужно было иметь решение этой большой проблемы для них, да, иначе они просто потеряют такие заработки на таких должностях, да, то есть $1, 2, 3 миллиона. So with this whole ideation process of going out and finding these pain points that these coaches needed to be able to help them sustain and keep their jobs, we built them a program that they are using as we speak. И вот это именно и породило идею, да, создать вот такую программу, которая будет, скажем так, находить и создавать решение любой абсолютно проблемы, любой боли, которая имеется у кого-либо, да, создание какой-либо идеи, воплощение этой идеи в реальность. И сегодня, благодаря тому, что мы создали этим коучам, они решили эту огромнейшую проблему, и очень-очень благодарны за это. And it is based off of the whole idea partner concept. И это было создано именно вот, это являлось как бы рождением создания концепта, да, то есть рождением концепта, о котором мы говорим здесь, Voltage Partners, скажем, так называемом зонте. So the reason I'm saying this is because I actually have seen this work because we did it. Причина, по которой я говорю это потому что мы нашли решение этой проблемы, этой большой проблемы, да, создали решение этой проблемы, и это работает, и это решило эту проблему раз и навсегда. And we are able to make residual income off this program that we are now selling to these major universities here in the States. И благодаря этому решению проблемы мы зарабатываем абсолютно пассивный доход, пассивный заработок. Вы знаете, да, как работают аппликации. Как только ваша аппликация, ваше мобильное приложение находится в магазинах, так называемых интернет-магазинах, и оно начинает приносить вам абсолютно пассивный заработок. То, что и происходит сейчас вот благодаря нашей аппликации. Yes. And I do want to touch on what Gordon had said, and this whole team that's put together, it's probably been one of the funnest, best groups that I've been able to work around. And like Gordon said, when you want something done, we will make sure it gets done. И как Гордон заметил чуть ранее, это потрясающая наша команда, группа профессионалов создала что-то потрясающее, да, что-то
чего никогда еще не было до сих пор. И как вы слышали от Гордона, от президента компании, что когда что-то должно быть сделано, мы сделаем все то, что нужно, чтобы это было сделано, и в нужные указанные сроки. And in saying that, Justin, I'll put this back to you, and I'm sure there'll be more questions, and we'll, I'll be happy to answer anything we can. И сейчас, после всего того, что я сказал, я передам слово Джастину, и наверняка будут какие-то вопросы после этого, и мы ответим на все вопросы, которые можем ответить. Thank you, Sean. Thank you. You don't hear Justin. Pulling a group of the corporate leadership together like this is I just really have never seen it possible like this at other businesses, and I know you've dealt with the same thing, Boris. Yes, I do. Джастин говорит, что то, что было сейчас сказано, да, то есть я не знаю, как вы, но я, например, такого никогда не видел и не слышал ни в одной компании, ни в одном бизнесе. То есть вы видите, насколько прозрачна компания, насколько потрясающие профессионалы здесь находятся, да, то есть и идея просто уникальная, гениальная и глобальная. Our corporate office is located in the United States. Наш корпоративный офис находится в Соединенных Штатах Америки. But we believe if we're going to grow this thing massive, we need to be all over the globe. И мы верим в то, что если мы собираемся это взять на международный рынок, то мы должны быть абсолютно везде, во всех странах мира. So whether you're in Russia or Russian speaking in some other market, да, находитесь ли вы в России или находитесь вы в любой другой стране, или на русскоязычном рынке, или не на русскоязычном рынке, это не важно, потому что мы должны находиться абсолютно во всех странах, да, то есть и это открывает возможность абсолютно для каждого в любой точке планеты. We're going to use technology. We're a technology company, and we're going to use technology to make you, our partners, feel like you're right here with us. Мы компания технологий, да, то есть высоких технологий, и мы будем использовать все существующие на сегодня, и которые даже еще пока не существуют, технологии, да, и будем использовать это на международном рынке. Я извиняюсь. Sorry. That's okay. And with that being said, I would like to bring on our Vice President of Sales. Vaughn Tarver and I have known each other far too long. Just kidding. About 3 years, a little over 3 years, and have had an opportunity to work very closely together here over the last 2 and even more the last year and a half. I'll give Vaughn doesn't need much of an introduction. He's got one of the most respected names in the industry of network marketing. He's got now officially, I believe, on June 5th, and he can correct me, 29 years of experience. Vaughn has, with the work of some really great partners, has built organizations, 30, 40, 50,000 paying distributors, and just a wealth of knowledge. And with that being said, Vaughn, if you'll share a few words with our group here, would be great. И сейчас я хочу вам представить нашего вице-президента компании по продажам, по развитию бизнеса, скажем. Человек, который имеет, если я не ошибаюсь, и он меня поправит, 29 лет опыта в сетевом маркетинге, один из ведущих профессионалов этой индустрии, одно из, скажем, самых известных и респектабельных, скажем, имен в этой индустрии. И сейчас он расскажет буквально в 2 словах о себе немножко. Yes, Вон. Hello, everyone. So nice to be here with you this evening. It's a very exciting time for us. Boris, thank you for putting this together. Thank you. Вон говорит, спасибо всем большое за ваше внимание. Да, то есть мне очень приятно находиться здесь сегодня. И благодарю Бориса также за то, что он эту информацию выводит за пределы, скажем так, англоязычного пространства, да, на русскоязычное пространство. И мне очень приятно находиться на этом звонке. Awesome. You know, you've heard a lot today about, our claim to fame. And I think the one thing that we have not shared with everybody on the phone that should probably be most important to you, our real claim to fame is that we have never, not one commission run or $1
not been paid on time to the associate and to the distributor. То, что очень важно заметить, я считаю, что это для тебя также, Борис, очень важно, чтобы это было сказано нами, это то, что ни разу за все это время, да, не было такого, что были пропущены начисления, да, или были какие-то там непонятки в начислениях, да, то есть компания работает очень-очень четко в этом плане, потому что мы прекрасно понимаем, что самый главный ресурс – это вы, работают в разных странах мира, да, которые являются частью компании. We have created a program that is not only fun and in the cutting edge of the world's market today. Go ahead. Мы создали программу, которая не только является, то есть является самой, скажем так, последнее слово, скажем так, науки и техники, так называемая, да? Программа, которая является на последних, скажем, созданиях технологических, да, то есть компания, которая является очень уникальной. And to be successful at this, you have to create a program that you, the distributor, the associate, can change the quality of your life and your people's life and your family's life. And that's what we've done here at Voltage Partners and AMP. Для того, чтобы нам быть успешны как компании, да, у нас должна быть создана такая программа, которая позволяет людям в разных странах мира изменять свою жизнь, достигать свои цели, да, то есть улучшать свой уровень жизни и становиться, да, на следующий, скажем так, уровень в жизни. We have understood from the very beginning, and our goal is to be a world player, a global player in the technology industry. Мы изначально знали и понимали свою роль, да, то есть мы взяли на себя очень большую, скажем так, роль быть одним из лидеров в технологическом пространстве во всем мире. Both in software and mobile apps and games. Так же, как и в софтвер, то есть это программное обеспечение, так и в мобильных приложениях и мобильных играх. To actually do this, we understand that one of the most crucial markets to achieve this global goal is to be a world power in the Soviet Union and the Russian market. Мы также понимаем, для того, чтобы осуществить эту цель, нам нужно быть очень-очень мощной, также и на русскоязычном пространстве. And because of Boris, that has been opened up today. You guys, the people that are on this call and on this webinar hangout today, you are going to lead this for your own good, your family's good, and for Voltage Partners. И благодаря Борису эта информация сегодня вышла на этот рынок, на русскоязычный рынок. И сейчас у вас открывается возможность, которую наверняка многие ждали, да, то есть быть не просто в самом начале чего-то массивного, а быть в начале этого огромнейшего направления, этого огромного тренда. So this is a very exciting day to form our partnership between Voltage Partners, AMP, and you guys. Congratulations, and I couldn't be more excited. Thank you so much for us. Thank you. Thank you, Вон. Вон также говорит, что это огромный очень день, это потрясающий день для нас, компании, самой компании Voltage Partners, и для всех вас, тех, кто говорит на русском языке. И большое спасибо, Борис. Thank you, Вон. Okay, one more thing, Boris. I would like to share this. It's been over 40 years, but I took 4 years of Russian. I would like to actually try to start doing that again. I can't wait to come over in person and share a bottle of vodka and a big smile with all of you. Yeah, thanks. Также он говорит, что это было, правда, очень давно, где-то около 40 лет назад, но я буду очень рад вернуться, как говорится, к
к русским, скажем так, традициям, да, с бутылкой водки и, как говорится, разделить наш успех, совместный успех благодаря этой компании. Thank you, Boris. Thanks a lot. Okay, with that being said, like I said, Tim and Tori they just for some reason, technical reasons, they haven't been able to join, but we'll be able to get them introduced to everybody here in the near future. Okay, Boris? Yes, thank you so much. Let me just translate this. И также Джастин говорит, что, к сожалению, Тим и Торы так и не смогли по техническим задержкам, техническим неполадкам, скажем так, подключиться к нам на эту встречу, но мы обязательно это сделаем в ближайшие наши встречи. Thank you so much, everyone. I just want to add a couple of things here and to ask maybe one or two more questions that I wrote here. Сейчас я хочу, дорогие друзья, то есть я поблагодарил всех тех, кто участвует здесь от корпоративной команды, да, корпоративного офиса, и задать пару вопросов, которые, я думаю, что очень важно для многих из вас услышать ответ именно от компании. Okay, so I'm going to ask here a couple of questions that I think it's very important for people who are listening to this webinar live or recording to hear this directly from the company. So the first question that I would like to ask is, basically we covered how it started and the vision. Yes, about vision maybe a little bit more. What's going to happen and like where we are. Maybe this is something that I would like to hear a little bit more. Я хочу узнать чуть-чуть больше о видении компании и что будет происходить, скажем так, благодаря тому, что у нас здесь есть. Who are you asking that question to? I don't know, like someone who can say more. Someone who can add more. A little bit more kind of... About the vision? Yes. Gordon, do you want to say a couple more words? Or? Yeah, sure. The vision of the company is pretty simple. We're going to create and produce and distribute apps and games from our associates around the world, and we're all going to be wealthy because of it. Идея компании очень простое. Это сейчас сказал президент компании Гордон. Очень просто все, да. То есть мы собираемся создать множество мобильных приложений, множество мобильных решений, скажем так, любых абсолютно идей и проблем, да. И благодаря всему этому все мы, как компания, так и тот, кто создал эту, тот, кто имел эту идею или тот, кто столкнулся с этой проблемой, сможем на этом очень-очень много заработать. Thank you, Gordon. Was that easy enough? Yes, it was very good. Thanks. Okay, so next question that I would like to just like conclusion kind of what we said. 1 second, please. So we said that we are in about 60 countries right now, right? In this short time. Значит, мы говорили о том, что сейчас компания за такое короткое время находится в более 60 стран. Да, то есть очень быстро распространяется информация, потому что информация очень доступная, массовая, глобальная, да, то есть открытая абсолютно все страны, и это очень-очень важно. Значит, также вопрос, который хочу задать руководству. My question is also about the Russian market, how they can get paid and how they can pay, you understand, but how they can get paid in Russian speaking market. Boris, I can take that one. We have a company called Global Payroll Gateway. You can Google them online. Я задал вопрос насчет того, как человек, который находится на российском рынке или русскоязычном рынке, как могут получать свои заработанные комиссионные. И на этот вопрос отвечает Шон, наш оперативный офицер, который ответил следующее, что мы работаем с компанией Global Payroll Gateway. И вы можете зайти в Google и посмотреть, что это за компания, насколько они солидны, насколько они мощные. Да, то есть эта компания позволяет нам платить абсолютно в любой стране мира. There are a few different ways we can do a payout, depending on the country. One is ACH, direct to your bank account. Первый вариант, который мы можем, который позволяет нам
доставить заработанные комиссионные человека в любую точку планеты, это ACH, то есть это прямой трансфер как бы на ваш банковский счет, да, то есть прямой перевод денег на ваш банковский счет, это в зависимости от стран, да, то есть не все страны до единой, но многие страны находятся в списке. And depending on the country, we can do as well a payment to your Visa or MasterCard or any. Go ahead. И в зависимости от страны мы можем сделать во многих очень стран прямой перевод заработанных комиссионных на вашу карту, которую вы имеете, Visa или MasterCard, на которой написано. And we can pay any debit card that brands the logo Visa or MasterCard. И мы можем заплатить ваши заработанные комиссионные и перевести на любую абсолютно карту, дебетную карту, дебет, на которой написано Visa и MasterCard. Абсолютно любую. Yeah. Thanks. And I do want to touch on what Vaughn said earlier. We are 100% always on top of our commissions and payouts. И также хочу добавить то, о чем было сказано до сих пор, что мы всегда 1000% обращаем внимание, да, на то, что было все четко, все правильно в плане выплаты заработанных партнерами комиссионных. Thank you so much. You're welcome. Okay, another question I want to ask is also regarding the Russian-speaking market, about events that we already have in the international markets, and if it's going to be possible also to have an event in Moscow or St. Petersburg or another place in Russian-speaking market. So I'll talk a little bit about that. We want to have events all over the world, and we see those coming here in the next 12 to 24 months. Right now, we have an event happening. Was yesterday, today, and Saturday in Nairobi. That event is being run and managed from some leaders in Nairobi. Our corporate team just got back from some big meetings in China. They sit down with our number one, really our number one team builder in the whole company. Had an opportunity to sit down with her, one of our distributors, her leaders, which is cool. It's awesome. So we are looking to do events all over the world. We can support those from being here, and if those events are large enough and have enough of a crowd, then we can talk about sending out corporate representatives all over the world. But it comes down to the amount of size of the group. Thank you. Также Джастин ответил на вопрос в плане, я спросил вопрос следующего характера. Что происходит сейчас в плане, скажем, организации мероприятий, да, то есть больших встреч, и на что, то есть, можем ли мы говорить о том, чтобы создать встречу такую, например, на территории России или любого другого города на русскоязычном рынке, да, то есть такого как Москва, Санкт-Петербург и так далее. Вот, на что получил ответ от нашего мастер-дистрибьютора, что сейчас происходит, вот прям как мы говорим вместе с вами, происходит сейчас событие, которое создано на территории Кении, в Африке, да, то есть в Найроби. Это событие создано лидерами этой страны, вот, и сейчас происходит там это в течение 3 дней. Вот. Также команда вернулась с поездки в Китай, где также встречалась с нашим лидером в Малайзии, с ее группой. Вот. И цель компании – быть абсолютно во всех странах, и в зависимости, естественно, от размера этого мероприятия, да, то есть если необходимо, то, естественно, будет также кто-то с корпоративного офиса находиться там, кто-то с руководства компании, да, то есть в зависимости от размера события. Вот, то есть мы хотим находиться абсолютно везде, чтобы эта информация была доступна абсолютно всем, да, то есть поэтому, естественно, будут происходить такие мероприятия в ближайшие 12 до 24 месяцев с этого момента. Thank you so much, Justin. And now, just in conclusion, I want to say a couple of words from myself about what I saw and what I see and what I feel in this amazing opportunity that we have here, thanks to Voltage Partners.
И сейчас, дорогие друзья, я хочу от себя сказать буквально пару слов, что я видел, что я нашел для себя, что я вижу в этой потрясающей компании, компания, которая просто творит революцию в этом тренде, да, то есть я могу сказать одно, дорогие друзья, я знаком с этим трендом, да, то есть мобильные игры, мобильные приложения, знаком очень хорошо, да, и в моей предыдущей компании, где я был назван будущим компании, да, то есть именно этот продукт, да, то есть часть этого продукта, скажем, более маленькая часть этого продукта, что касалось мобильных игр, был нашим продуктом компании, да. Вот, то есть что я могу сказать вам об этом, дорогие друзья? Значит, мы говорим действительно о мощнейшем тренде, да, заметьте, за какие-то 9 лет существования этого тренда он показывает потрясающие результаты, да, то есть возьмите только 1 января 2017 года, за который за один день, заметьте, за один день, Apple Store заработал $240 миллионов за один день. То есть это огромный тренд. За этот квартал года, за 3 месяца, было заработано Apple Store и Google Play Store $15 миллиардов. Да, то есть это огромнейший тренд. Что вы получаете здесь в компании? Вы получаете возможность быть как нашим так называемым идейным партнером, да, то есть это касается стороны Voltage Partners, да, то есть где вы можете подать любую идею, да, которая у вас есть или которая есть у кого-то, из кого вы знаете, с людей, которых вы знаете, да, то есть любая проблема, любая боль, которая была у кого-то. И эта идея может, как то золотое, скажем, яичко, которое курочка снесла, да, то есть оно может приносить вам постоянный пассивный доход пожизненно, заметьте, с этой идеей. Да, то есть более подробная информация будет доступна на последующих наших встречах. Да, то есть это одна сторона. Вторая сторона, дорогие друзья, вы получаете возможность, да, распространять информацию, да, о том, что сегодня люди могут зарабатывать с топ-приложений, таких как всем известные приложения, как Skype, как Facebook, как YouTube, как Instagram, как Twitter, как LinkedIn, как ведущие игры, которые нашумели, как говорится, по всему миру, как Pokemon Go, как Angry Birds, как Candy Crush, да, то есть миллиардные игры. То есть сейчас это становится доступно каждому, вы можете зарабатывать на этом деньги, да, то есть обратно же, эта информация подробно будет сказана в последующих наших встречах. То есть сегодня встреча была как бы просто представить русскоязычному рынку о этой потрясающей возможности прямо со стороны корпоративного офиса, от руководства компании. Да, то есть это было сделано замечательно, и за что я очень благодарен каждому, кто находится на этой встрече и кто будет слушать эту встречу в записи. Thank you so much, everyone, for this amazing call, and I'm very happy, very excited to be part of this company. And we are in the right time, right place. There is no doubt about. I just said to Russian-speaking markets that I know good about this trend because I was working before a little bit with part of this kind of trend, you know. So I know good about this trend. This is the right place, the right time, and we have great team here, and we have everything in place to make it huge success and to become the next billion-dollar company. Thank you so much. See you guys. Thanks. Thanks, Boris. Thanks, Boris.